Всем доброй ночи, друзья мои. У каждого человека есть стражник. Каждому человеку, даже самому последнему человеку, самому проклятому, из самого проклятого рода дается стражник при рождении. Он есть и его смерть. Его и так тоже называют. Хотя не сама смерть, а посланник самой смерти. Звучит, конечно, жутко, страшновато, но если так подумать, то вы поймете, почему именно смерть оберегает нас. Смерть оберегает нас до того времени, пока наше время не закончится. До этого времени она будет с нами и не допустит нашего раннего ухода. Если человек ушел, значит, пришло его время. Каждую душу забирают по-своему. У каждого своя смерть. Хотя есть даже и внезапная смерть. Есть в медицине такой термин синдром внезапной смерти, когда у человека просто останавливается сердце, и никак не объяснить, как это произошло. Нет объяснения. Просто ушел человек. Не болел ничем, ничего не случилось, ничего не испугался. Вот сидел человек, разговаривали, смеялись, потом раз, он просто отключился и моментально умер. Забрали его. Вот для него такая смерть нашлась. Мы все просим хорошей жизни, но мы еще должны просить и хорошей смерти. Не смерти просить, надо правильно понимать, а просить, чтобы наша смерть, когда придет время, была хорошей. Ведь сколько нехорошей смерти происходит, сколько страшной, мучительной смерти, сколько агонии, сколько долгого ухода человека, пока он сам уже не просит и не умоляет, чтобы его забрали. Настолько невыносимо бывает его вот эта боль и состояние. Смерть торопить нельзя. Смерть нужно уважать. Старайтесь следить за своей речью. Не говорите, как я устала, как я хочу умереть и не проснуться, закрыть глаза и больше не встать, как мне все это надоело. Она не придет и не заберет вас мгновенно в тот момент, когда у вас отчаяние. Но ваше отчаяние усугубится до такой степени, что вы что-то с собой сделаете в итоге, потому что вы попросили смерти. От меня пошла эта фраза, что духи разумны. И я рада, что много людей поняли, осознали, и что информация, которую я дала миру, она осталась и распространилась. Я часто узнаю свои фразы, свои выражения у людей. Даже у тех людей, которые ведут совершенно иные каналы, не связанные с магией. И меня радует, значит, разумные люди все-таки есть, которые вникают и понимают, о чем я говорю. Да, духи разумные. Они понимают, они видят. Если ребенок заблудился на кладбище, с ним ничего не случится. Это Зена рычит во сне. Всегда, когда я снимаю такие темы, а кто-то либо гладит ее, либо присутствует, и она начинает во сне рычать. Но это ничего страшного. Мы уже привыкли. Так вот, силы разумны. И если ребенок останется на кладбище, предположим, ночью потеряется, забредет туда, духи его сберегут, сохранят, никто его пугать не будет, он спокойно уснет, и утром могут его найти. А если ночью придут и
будут баловаться и ходить и заниматься ерундой на кладбище, то силы могут их наказать. Я вам расскажу один случай. Это произошло во время моего детства в Грузии. Наверное, мне было 8-9 лет, точно не помню. И рассказали такой случай, прям потряс весь район. Ночью пьяная компания из ресторана с девушками легкого поведения, пьяные мужчины, на спор забрели в старинное кладбище. И там что-то у них, там какая-то ссора завязалась. Одним словом, они начали крушить памятники. Там одна часть, она русское кладбище, славянское кладбище. А вторая часть так вперемешку. Там и армянское, и грузинское кладбище. То есть разделено. И вот они начали крушить, там кресты вытаскивать. Пьяные, неадекватные. Значит, громкий смех, магнитофон с собой туда потащили. Помните эти магнитофоны «Романтик» на этих батарейках? Мы их называли «элементах». И вот занимались такой ерундой. Жители услышали, пришли, начали их ругать, те на них кидались. Одним словом, уже началась поножовщина. И эти, испугавшись, сели в машину и уехали. По дороге водитель не туда свернул, и произошла авария. Так вот, у двоих при ударе отлетела голова, они без головы остались. Женщину задавило, только один остался живой. И когда его забирали на скорой, он говорили, что он просто орал нечеловеческим голосом, что он кого-то видит. Уберите его от меня, уберите. Он посидел до утра. И утром, когда уже пришли врачи, он не мог ничего рассказывать. Одним словом, когда он вылечился, пришел в себя, он ушел в монастырь. И больше никто не знает. Видимо, настолько это впечатлило его, что он пошел туда отмаливать. Ну, он так посчитал нужным, видимо, что только таким образом он может избавиться от того, что сделал. Так что мир мертвых, вообще мир духов, он очень реальный, очень живой. И шутки с этим миром очень плохо могут закончиться. Одно дело, когда по незнанию человек допустил ошибку, да, его пришли, предупредили, он испугался, больше не сделал. Другое дело, когда абсолютное неуважение к этим силам. Так что, друзья мои, не проявляйте неуважение к силам смерти, в том числе. Если вы проявляете неуважение к ним, они могут вас наказать за это. И хорошо, если просто проучат, а могут и пожестче. То есть призывы смерти, высмеивание. Да ладно, нет никакой там духа смерти, никакой нету. Нет никаких душ, никакого потустороннего мира. Это все ерунда, это только вы больные, надо вас лечить и так далее. И такие выражения, высказывания очень чреваты. И за это можете быть наказаны. Если не верите в это, просто смолчите. На всякий случай подстрахуйте себя от каких-то будущих проблем. Я хочу, чтобы вы, для того, чтобы иметь полное представление о понятии стражники и защитники, открыли мою лекцию «Виды защит». И там я полностью объясняю, как они появляются, почему у кого-то они сильные, почему-то у кого-то они слабые. Сильные у тех, у кого сильный род. У этих людей сильные защитники. Они им подсказывают, говорят. Поэтому у таких людей интуиция сильная, предчувствие сильное.
Если что-то грозит им, им обязательно подсознательно стражник говорит, передает. И эти люди оберегаемы от всяких страшных происшествий, от ранней смерти. Как правило, в таком роде, в таких родах долгожители, люди умирают своей естественной смертью, окруженные детьми и внуками. То есть у них вполне удачная жизнь и удачливая судьба. И спокойная смерть от старости. Более такие неблагополучные рода, как правильно лучше звучит, роды, правильно, да, звучит, они обречены на то, чтобы их дети погибали рано, погибали страшно сейчас не буду перечислять, от различных. То есть я хочу, чтобы вы не сравнивали это с погибшими героями войны, потому что это совершенно иное. Герои войны – это люди, которые собой заслоняют и спасают, и дают возможность продолжению рода человеческого. Это другое. Так вот, когда человека очищают, убирают препятствия, стражник, который был с ним с рождения, получает возможность прийти на помощь к нему и охранять его сильнее, чем раньше это делалось. Он вне времени и пространства. Когда ведьма призывает стражника человеку, это и есть защита. Когда говорят, вот защиту поставили, стражника, призывает духа, который его защищает. Он вокруг, знаете, вот как кокон, вьет кокон вокруг человека. То есть он вокруг этого человека вьется, все время ходит вокруг него и оберегает. Вот если уж дословно вам показать, это как воин с мечом, который вокруг тебя ходит и не допускает до тебя какие-то черные сущности. И если у человека сильный стражник, его не берет ни порча, ничего. Бесполезно этому человеку что-то наводить, что-то говорить, что-то желать. Наоборот, очень чревато для тех людей, которые это сделают, поскольку это все не просто вернется, это все обрушится на их голову и очень страшными ударами. Так вот, если у вас предчувствия сильные, если вы не раз и не два уже убеждались в том, что ваши предчувствия всегда сбываются, значит, у вас сильный стражник. Значит, этого стражника можно попросить оберегать и близких людей. Теперь послушайте меня. Я хочу подарить вам уникальный заговор, который вы навряд ли где-то найдете. Но в древние времена такое применялось, конечно. И опять же, это знали только ведьмы, это знали только посвященные люди. Обычный человек это не знал. И вот эти знания, которые я вам даю, это основано на древних знаниях, древних ритуалах, поверьях. Но это не говорит о том, что есть оттуда сохранившиеся заговоры и ритуалы. К сожалению, нет. Приходится самой это все делать, самой доходить до того, как можно это создать. Хочу вам сказать, что в моей жизни происходило много раз, когда я к чему-то приходила сама, понимала, что можно, вот, например, такое провести, и это поможет, а потом на протяжении определенного времени, когда я больше и углубленно изучала, например, там какое-то направление магии, я узнавала о том, что такое было, это существовало. То есть мне эту информацию тоже дали, но я сама пришла к этому. Но оказалось, что это существующая вещь, не с воздуха мне эта информация пришла. Когда-то моему хорошему другу, мы с этим человеком дружили, потом у него
семья там появилась и так далее, и начались какие-то ревности, всякая ерунда, и я прекратила всякое общение, ну, дабы не создавать лишних проблем человеку. Зачем это надо? Но это не важно. Я почувствовала просто какую-то острую боль, и мне показалось, что вот что-то произойдет у него, что-то нехорошее. И настолько, вот знаете, вот как мечешься, как тигр в клетке, не знаешь, что делать, не знаешь, где он. Не было еще тогда мобильников, начала звонить ему домой. Мать сказала, что он по каким-то делам вышел, сказал, минут через 20 буду, уже 1,5 часа нет. И она очень переживает. Но я поняла, подтвердились мои эти опасения. Одним словом, я не знаю, что делать. Я просто подумала, что у меня есть защитник, у меня есть стражник, который мне помогает. И а вдруг он и ему поможет? Может отправить его следом к нему. И я в этот момент сказала своими словами. Вот своими словами я выразила свою просьбу. И, собственно говоря, потом он сказал, что на него напали в парке. На него напали, его избили, его связали. Непонятные какие-то личности. Пытались сначала у него, забрали его, значит, документы, забрали там деньги, там какие у него были, какой-то там барсетка у него. И начали пытать, что где ты живешь, что у тебя есть дома. Ну, профессиональные какие-то, а может быть и непрофессиональные. Ну, одним словом, подонки. И он говорит, что никого не было поблизости. Это вечер, осень, глубь парка. Дорога проходит через этот парк. Много раз так в этих парках грабят людей, а люди все равно ходят. И он уже подумал, что он пропал. Потому что я, говорю, домой их не приведу, там мать. А если я не приведу, просто меня не станет здесь. Сейчас не хочу это слово говорить в Ютубе. И вдруг он услышал мужской голос, который громко сказал: «Чего вы тут творите?» И они, испугавшись, значит, бросились в рассыпную. И он встал на ноги, руки связаны, посмотрел, оглянулся, никого нет. И вот он начал бежать, сколько есть сил. Дошел до дома. Возле подъезда стояли их там, ну, соседи, все. Они развязали ему руки, вызвали милицию, ну, тех уже не нашли. И он, ну, никого там не было рядом. Если бы был человек после этого крика, он бы подошел, например, да, предположим. Никого. Но это был, говорит, такой хриплый, такой вот жуткий крик, прям агрессивный, что они испугались. Они, может, подумали, что это милиция подъехала, не знаю. И вот я с тех пор поняла, что когда внутри что-то вот грызет душу, значит, гложет, прям вот кошки скребут, это значит, что-то случится с кем-то из моих близких, родных. И я, если не понимаю, где они, что с ними, с кем именно это случится, или понимаю, например, вот в данный момент вы знаете, где ваши сыновья находятся, да, вы понимаете, что вот если вот гложет, значит, есть какая-то опасность. Вот послушайте, что нужно делать. Откройте окно и 6 раз начитайте. Отправьте своего стражника следом за человеком, за которого переживаете. Вот поехал ваш муж куда-то в рейс, он должен там приехать во столько, или он должен выйти на связь, а его нету. Телефон молчит, никто не знает, где он. И у вас тревога, страх, ужас. Откройте окно, начитайте 6 раз. Я вас уверяю, что где бы он ни был, что бы с ним ни случилось, откроют дороги и дадут ему возможность оттуда выбраться. И таких случаев очень много. Итак,
Следующие слова. Да, в конце, когда все решится, все будет как положено, вам нужно спиртное налить в какую-нибудь емкость, свечи, можно обычные свечи, 6 свечей. Налейте спиртное, 6 свечей, благовоние зажгите, поставьте на алтарь, пусть свечи догорят. Благодарите своими словами его, как человека. Вот благодарили бы человека, благодарите своими словами. После чего, как свечи догорят, огарки выкиньте, а спиртное поставьте на подоконник до утра. Утром вылейте. Вы таким образом даете ему энергию. То есть вы показываете ему свою благодарность. Заговор следующий. Стражник мой, внемли моему слову, исполни мою просьбу. Отправляйся следом за ним, имя его. Спаси его и сохрани. От беды сбереги. Я посылаю тебя как спасительную силу. Иди, помоги ему. Волком беги, совой лети, вихрем погоняй сквозь пространство и время, через дороги и перекрестки, через реки и горы. Дойди до него, бери его под свое крыло, укрой его собой. Притеснителю в глаза туман напусти. Палачу руку сломай, пулю на лету лови, нож тупым сделай. Сбереги его ради меня и живым и целым мне передай. Я здесь буду ждать. Заклинаю. Стражник мой, внемли моему слову. Исполни мою просьбу. Отправляйся следом за ним. Спаси его и сохрани. От беды сбереги. Я посылаю тебя как спасительную силу. Иди, помоги ему. Волком беги, совой лети, вихрем погоняй сквозь пространство и время, через дороги и перекрестки, через реки и горы. Дойди до него, бери его под свое крыло, укрой его собой, притеснителю в глаза туман напусти, палачу руку сломай, пулю на лету улови, нож тупым сделай, сбереги его ради меня и живым и целым мне передай. Я здесь буду ждать. Заклинаю. Стражник мой, внемли моему слову. Исполни мою просьбу. Отправляйся следом за ним. Спаси его и сохрани. От беды сбереги. Я посылаю тебя как спасительную силу. Иди, помоги ему. Волком беги, совой лети, вихрем погоняй. Сквозь пространство и время, через дороги и перекрестки, через реки и горы. Дойди до него, бери его под свое крыло, укрой его собой. Притеснителю в глаза туман напусти, палачу руку сломай, пулю на лету лови, нож тупым сделай, сбереги его ради меня и живым и целым мне передай. Я здесь буду ждать. Заклято. И за короткое время вы узнаете, что вашему близкому человеку грозила опасность, но оно решилось в его пользу, и он остался живым. Желаю вам удачи и надеюсь, что этот заговор вам поможет. И уверена, что поможет. Обязательно запишите и оставьте у себя. На всякий случай. Лишним не будет. И запомните, это вы можете читать только для другого человека. Для себя это не читается. Для себя есть много других ритуалов, которые вы можете провести. Всем удачи!